Коллекция лимуана. Питомник лимуана тихо и без лишнего шума прекратил свое существование в 60-е годы. Его коллекция пионов – это классика. А что там было, интересно? По многим сортам лимуана хоть какую-то информацию найти невозможно. То, что имеется, написано разными специалистами и авторитетными людьми. А где записи лимуана? Описание сортов самого автора не менее интересно, и это было бы справедливо. Я долгое время искал любую информацию и никаких результатов. И вот она, неожиданная удача. Мне удалось разыскать старые каталоги с 1910 по 1935 год. Теперь дело осталось за малым. Все это прочитать и понять. Работа в самом начале, но кое-что уже можно посмотреть. В этих каталогах лимуана не хватает нескольких сортов. Скажем так, почти все есть. Еще 64 сорта Феликса Крусса и 82 сорта других селекционеров. Всего немало получилось. Вообще, я собираюсь сделать отдельный документ, в котором будет подробно представлено, что и когда было опубликовано. Некоторые описания или дополнялись, или сокращались. Получится полная картина того, что было. Сегодня я буду зачитывать описание, делать пояснения, и мы будем сравнивать с теми немногими сортами, которые у меня имеются. Мне кажется, так будет легче понять суть того, что хотел донести лимуан. Перед тем, как мы приступим к изучению описаний, я хочу обратить внимание на несколько ключевых моментов. Первый момент – это как прочитать то, что не написано в тексте. То, что не упоминается в описании, это некий усредненный уровень стандартной формы, типичные характеристики большинства сортов. Это среднее время цветения, средний рост около 90 см, средняя прочность стеблей, средний размер цветков около 15-18 см, обычный цвет листвы. Все, что будет отличаться от средних значений, будет упоминаться в тексте. И, конечно, особенности цвета. Второй ключ. Это самое хитрое слово в текстах. Амбригес. Это прилагательное, которое характеризует форму цветка. В нашем случае чешуйчатый или черепицеобразный означает принцип расположения и форму лепестков. Я в качестве примера представил форму елочной шишки, а для текста придумал формулу. Это звучит так. Это симметрично расположенные лепестки, перекрывающие друг друга. Следующий момент. В описаниях есть два слова – корне и чайр, которые в плане цвета означают в принципе одно и то же. Для нас это звучит телесный. Корне – это белое мясо. В нашем случае этот телесный цвет никогда не был на пляже. А чайр – мякоть. Этот телесный цвет с румянцем или слегка загорелый. Иногда оба эти телесных цвета встречаются в одном описании. И еще момент, который мне пока еще не совсем понятен. Есть такое слово «сафре», то есть «сера».
Так вот, мне непонятен пока только один момент. Это желтая сера. Сера она и так желтая. Вот видите, все просто. Вот тут белое мясо с чешуйками, а вот тут желтая сера с мякотью. Теперь перейдем к каталогам. Самый ранний из тех, что у меня есть, это каталог 1910 года. Самый поздний 1935 года. Вот такая красивая книжечка будет на нескольких листках. Все его каталоги всегда начинались с описаний древовидных пионов, и они были более подробные. Я эту практику так и оставил. Более того, я все написал на 2 языках. На том самом французском, как там было, и на русском. Знаете, есть у нас любители читать в оригинале. Не могу им отказать в этом удовольствии. Самые интересные для нас в этой части – это гибриды древовидных пионов лютея. И вот она, звезда всех звезд, Элис Хардинг. Это 1935 год, и Эмиль Лемуану было уже 73 года. Работу над древовидными гибридами начинал еще его отец, Виктор Лемуан. И вот он, результат работы 2 поколений. Называется он Элис Хардинг, изначально названный Солейл Диор, что означает «золотое солнце», и переименованный в дань памяти знаменитой Элис Хардинг. Вот что пишет Лемуан. Это превосходная новинка, полученная в результате скрещивания пиона лютея с японским древовидным пионом из разряда софрутикоза Ясу акина. Отличается привлекательной листвой с волнистыми листочками и большими, пышными, хорошо представленными цветками великолепного чисто желтого цвета. В цвете розы сувенир де Клаудиус Перне. Все любители, которые его видели, были в восторге от этого зрелища. Цена в 250 франков очень немаленькая. Тогда как обычный сорт можно было купить за 2-3 франка. Если бы он знал, что этот сорт станет родителем нового вида, и то гибридов. Следующий гибрид Аврора. Разновидность высокого роста, хорошо представляющая спереди свои многочисленные простые цветы с большими лепестками медно-кирпично-красного оттенка зари. Еще один гибрид этой серии – Хромателла. Эта превосходная новинка представляет собой диморфизм сорта Сувенир де Максим Корню, которому он идентичен по внешнему виду, размеру и форме цветов. Он отличается от него цветом последних, которые имеют абсолютно чистый серный цвет, без малейшего оттенка лосося или апельсина. Вот что такое желтая сера. Это абсолютно чистый желтый цвет. Далее еще гибрид Флембю. Крупные пышные цветы, ярко-красные, с пурпурными прожилками, бледнеющие до отцветания. Идем дальше. Следующий Ла Лоррейн. Этот гибрид – результат скрещивания пиона лютея с разновидностью древовидного пиона. Его большие стебли быстро становятся древовидными, древесными. Его обильная листва с короткими и твердыми черешками и черешочками имеет широкие листочки жизнерадостного зеленого цвета с красными прожилками. Цветоносы короткие
и с крупными довольно пышными цветами. Лепестки округлые, волнистые, плотно прилегающие к центру, смыкающиеся по краям, от светло-лососево-желтого цвета, переходящего в очень чистый желтый. Этот сорт, нормальное цветение которого происходит в начале июня, абсолютно морозостоек, а поздняя вегетация защищает его от весенних заморозков. Он получил арт-объект на Парижской садоводческой выставке в 1909 году, серебряную медаль первой степени на 5-летней выставке в Генте в 1913 году и сертификат первой степени от Королевского общества «Лондонское садоводство». Стоил 40 франков. И еще одна дорогущая новинка 1935 года. Л'Эсперанс. Самый востребованный из этих гибридных пионов. Крупные и многочисленные одиночные цветки, хорошо представленные спереди. Примула желтая с лососевым оттенком. Это его цвет. Цена тоже 250 франков. Далее у нас есть два гибрида Луиса Генри. Это гибрид Мадам Луис Генри и Сувенир де Максим Корню. Потом еще два древовидных гибрида Лемуана. Сатин Руж и Сюрприз. Сатин Руж, новый гибрид, получен путем скрещивания пиона лютея с древовидной разновидностью темной окраски. Огромные цветы до 19 см в диаметре, по одному или по два на каждом стебле. Довольно пышные, с четкими вафлевидными лепестками рубино-красного оттенка кроваво-красного цвета. При цветении переходящий в светло-лососево-красный, кирпично-красный цвет, неизвестный для пионов. Вообще эти цветовые формулы, лихо закрученные, без стакана не понять. Сюрприз. Высокое растение, жизнерадостная зеленая листва с пурпурными черешками. Вот такая жизнерадостная. Цельные стебли, крупные, полные смятые цветы соломенно-желтого цвета с примесью бледно-лососевого, старого, розового и пурпурного. Приятный аромат. Стоил 50 франков. Теперь переходим к группе ранних гибридов лимуана. Они получены путем скрещивания пиона синенсис с пионом Витмана. Это 1910 год. Их в списке всего 4 штуки. Это Авангарде, Ле Принтемпс, Майфлери и Мессагер. Авангарде – это средние цветы, нежно-розовые жилки, золотистые тычинки, основа – мякоть сливы. Вот так вот. Не филе сливы, а мякоть. Цветение с 15 мая. Ле Принтепс. Светло-зеленые листва, крупные цветки диаметром 14 см с 6-7 кремово-желтыми лепестками, хромовыми тычинками, прожилками пурпурного кармина, карминными рыльцами. Цветение 15 мая. Майфлери. Бронзовая или пурпурно-зеленая листва. Цветки 15 см. Белый, телесно-лососевый. Несколько розовых жилок. Золотисто-желтые тычинки. Основа из черно-пурпурных нитей. Цветение 10 мая. И Мессагер. Растение довольно высокое. Листья темно-зеленые. Цветки средние, чешевидные. 9 лепестков. Белые, светло-желтые, белая сера
Цветение 10 мая. Далее есть список видовых травянистых пионов. Это также 1910 год. В этой группе пионов присутствуют альбифлора, бакери, корсика, декора, хаммилс, микрокарна, перегрина, русси, русси майор, тенифолия флороплена, тенифолия латифолия, тритерната. Русси майор – это гибрид лимуана. Описание такое. Гибрид, полученный от пиона русси и пиона Витмана. Сильно рослое и высокое растение. Крупные, обратно яйцевидные листочки. Бронзово-зеленые, с опушенной нижней стороной. Очень крупные цветы. Карминный лак с лиловым оттенком. Плодолистики опушенные. Цветение 1 мая. Очень ранний. Теперь настало время перейти к большой группе травянистых пионов лимуана. Начнем с 1910 года. В этом году Эмилию Лимуану было уже 48 лет, а его отцу Виктору Лимуану 87 и еще 1 год жизни. В этом году было представлено большая часть его созданных сортов. Некоторых в списке нет. Например, Ле Франс. Еще некоторых. Этого сорта не было и в 30-м, 31-м и 35-м году. Не знаю почему. Я бы вот тоже Россию не стал бы продавать. А начать его сортов из этого списка я хочу с сорта Сара Бернар, по поводу которого было так много споров. У меня этот сорт растет давно, и я никогда не мучился в сомнениях, он это или не он. Хотя приобретался он в мутном источнике. Вот что про него пишет Лимуан в 1910 году. Цветы, собранные в букетах необычных размеров, идеально полные, в смысле махровые, плоские, с симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга, с извилистыми и бахромчатыми лепестками, розово-яблоневый цвет с белой каймой. Очень приятный аромат. Сейчас легко можно найти этот цвет в интернете. Далее теперь по порядку. Первый – Белизейр. Нежный телесно-карминный мрамор в начале цветения. Телесный в этом случае имеется телесный розовый, румяный. Кармен. Телесный румяный цвет. Клод Галле. Чистый белый, прямая осанка. Орфей. Нежно-сиренево-розовый. Вулкан. Средние, полные, махровые, с симметрично расположенными лепестками, ярко-красные цветы. Новые сорта для 1910 года. Эльзас-Лоррейн. Огромные цветы, растущие в гроздях, распускающиеся в больших чашечках с симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга. Центральные лепестки расположены как цветок нимфеи, кремово-бело-коричневого оттенка в раскрытом состоянии. Затем меняют цвет на холодный оттенок сливочного масла. Амазон. Кремово-белый с желтоватым центром, лепестки с прожилками. Белле Мау. Пышные цветы идеальной формы с мягкими краями, красивого оттенка сиренево-пурпурно-лилового. Бертрейд.
Довольно высокое растение, крепкие стебли. Цветки средние, кремово-белые, со светло-желтым центром. Е.Г. Хилл. Замечательное растение своей цветностью и прекрасной вегетацией. Короткие стебли, прямо стоячие, жесткие, без помощи кольев. Каждый несет по несколько больших, округлых, очень пышных цветов, раскрывающихся горизонтально в чашке. Карминно-розового цвета с серебристо-розовой каймой. Очень приятный запах. В смысле аромат. Эухарис. Крупногабаритные цветы, полные, внешне телесно-белые. Кремовый центр. Галатея. Холодный, телесно-белый, розовый центр. Ароматный. Жизель. Средние цветы, полный, кремово-белый янтарь. Поздний сорт. Лафея. Высокие стебли, очень крупные цветы, чашевидные, нежный телесно-розовый, легкий лососевый центр, тонкий аромат. Ла Фиансе. Кремовый с желтой серединкой, экстра. Ла Фонтейн. Цветки крупные, полные, превосходные. Лепестки широкие, неправильной формы, очень мягкие, холодный розовый с серебристыми краями, хорошим ароматом. Ла Лоррейн. Кремово-белые. Ла Мартин. Прямые стебли, хорошо представленные цветы, хороший внешний вид, с крупными, симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга. Карминно-розовый. По поводу ламартина, он у меня появился случайно, и купил я его на рынке с другим именем, типа какой-то розовый. Рос долго, и в первое цветение выдал небольшой цветок карминно-розового цвета с приятным заметным ароматом. Из его особенностей я тогда заметил отгибающиеся назад края внешних лепестков, которые потом светлеют. Потом мы еще вернемся к описанию ламартина. Переходим дальше. Лесинь. Растения отличной вегетации, низкие стебли, прямые, цельные, огромные цветы идеальной формы, с крупными, симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга, кремово-белые с желтоватой сердцевиной, переходящие в чисто белые. Мадам Эмиль Лемуан. Короткая запись. Белый, нежно-розовый. Миньон. Жесткая фиксация. Прочно стоящие. Очень крупные цветы. Идеальной формы. Большие, симметрично расположенные лепестки, перекрывающие друг друга. Розовато-белые. Очень нежные, переходящие в кремово-белый янтарь. Очень тонкий аромат. Монблан. Кремово-белый, низкая база, ранний. Павильон. Очень крупные цветки, полные, шаровидный, ароматный, серебристо-розовый. Примаверы. Очень сильно рослое растение. Высокие стебли. Большие, полные цветочные грозди. Центральные лепестки, часто уменьшенные до пучка язычков. Светло-желто-белое основание. Светло-желтый центр. Вот он, фокус, где зарылся
белая сера — это основание, а желтая сера — это центр. Сафо. Средние, очень пышные цветы. Лилово-сиреневый, очень нежная розовая кайма лепестков. Сальфатара. Белый и первоцвет. Вот на этом у нас 910 год закончился, и мы переходим к году 1935. В 1935 году отдельно отмечен от всех не совсем новый, но сорт Элис Хардинг, названный в честь знаменитой писательницы. Этот сорт получил в 1922 году специальный приз и цену, установленную госпожой Эдвард Хардинг за самый красивый неопубликованный пион, полученный во Франции. Высокие рослые стебли, огромные цветы идеальной формы, крупные цельные лепестки, кремово-белые. Идем дальше. Сорт Олеся. Супер Бест. Превосходные цветы, очень крупные и очень пышные, кремово-белые. Центральный оттенок белая сера, бледно-желтый. Поздние. Я буду все подряд читать название 1935 года. Эльзас-Лоррейн. Здесь короткая запись. Огромные чешуевидные цветы, формы нимфеи, кремово-белые и соломенные. Аргентин, тоже из новых сортов. Крупные, пышные цветки, шаровидные, роскошные, кремово-белые, с хорошим ароматом. Армид. Огромные шаровидные цветы, бело-серно-кремовой, желто-кремовой серединкой. Баядеры. Большие кремово-белые лепестки, приятный аромат. Баумахаис. Высокое растение, очень крупные цветки с симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга. Гнездо. Светло-розово-пурпурный оттенок. Поздние. Белизеер. Нежный, телесный. Вишневые пятна. Возможно, это крапчатый сорт. Кармен. Высокое растение, крупные цветки телесного цвета. Клод Гале. Полные цветы, чисто белые. Коломбина. Цветки чешевидные, белые, с желтой сердцевиной. Денис. Огромные цветы, пышные, прекрасного вида, нежно-телесно-белые, немного карминных пятен, хороший аромат. Доротея. Шаровидные цветки, кремово-белые, с серным, в смысле желтым, центром. Дульсинея. Цветки полные, в смысле махровые, очень нежно-розовые, поздние, ароматные. Вот этот можно спутать с Сарой Бернар. Е.Г. Хилл. Чешевидные цветы, чистый розовый, ароматный, отличная привычка. Элиан. Невысокое растение, крепкие стебли, крупные махровые цветы, кремово-белые. Эухарис. Очень крупные цветы, полные, внешний вид телесно-белый, центр кремовый. Евангелин. Розовый, телесно-лиловый оттенок, ароматный. Фаустин. Огромные цветы, роскошный центр, очень нежная роза с серебряной спинкой, очень тонкий аромат. Тоже бело-розовый, близкий к Саре Бернар. Фрейчер.
Огромные полные цветы с симметрично расположенными большими лепестками, перекрывающими друг друга. Кремово-белый, внешний оттенок нежно-розового. Женевьева. Огромные, полные махровые цветы, кремово-белые, поздний сорт. Жоржетта. Белый с лиловым оттенком, переходящий в телесно-белый. Жильберт. Букеты полных цветов с симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга. Нежно-телесно-розовые, центр бледно-лососевого оттенка, ароматный, поздний. Телесный здесь тоже в плане почти что белый. Жизель. Белый кремовый янтарь, поздний. Изолин. Огромные цветы, чешевидные, желтовато-белые. Жозелин. Полные цветы, чешевидные. Серебристая роза с более светлой спинкой, тонкий аромат. Лафея. Нежный телесный розовый с легким лососевым центром. Лафиянсе. Огромные пышные цветы, крупные лепестки, кремово-белые с желтоватой серединкой, ранние. Ла Фонтейн. Очень мягкий ледяной розовый с серебристыми краями, ароматный. Ла Мартин. Крупные карминно-розовые цветы, серебристые отвороты, ароматные. Вот здесь он про отвороты написал. У меня на второе цветение ламартина мне немного не повезло. Несколько дней шли дожди, и цветки потеряли свою форму. Но можно заметить, как формируются отвороты с широкой светлой полосой. Потом я выкопал корень, и оказалось, что он весь закручен в косичку, как макароны в дуршлаге. Это все крот постарался. Поделил его на мелкие части, и они пока не цвели. То, что у меня это ламартин, определил я сам. Потому нужно еще время для того, чтобы убедиться в этом. Идем дальше. Лауренс. Кремово-белый с бутонами телесного цвета, медовым ароматом. Мадам Эмиль Лемуан. Очень мягкий бело-розовый, телесно-розовый центр. Цена 10 франков. Это, скажем, средняя цена по многим позициям. Наверное, из этих травянистых самый дорогой был Лесинь, который достигал цены в 50 франков. Вот, а самые дешевые здесь порядка 2-3 франка стоили. Мадам Эскари. Огромные чешевидные цветы, кремово-белый, янтарный центр, поздний. Миньон. Белый с оттенком янтаря и нежно-розового, ароматный. Мирабу. Огромные цветы, нежно-розовые, ароматные. Монблан. Белый с кремовой серединкой, ранний. Одалиска. Огромные цветы в форме чашки. Белый с телесным оттенком и кремовым цветом, ароматный. Примавера. Белый, желтый, центр желтый, светло-желтый. То есть белый серо и центр желтая сера. Розин. Высокое растение, крупные шаровидные цветы, нежно-лилово-розовые, поздний сорт. Рубикон. Цветы полные, плоские, в горизонтальных букетах. Ярко-розовый лак с более светлыми краями. Сладкий аромат. Жесткие стебли, карликовый габитус. Сафо. Полные цветы, лилово-сиреневый, очень нежно-розовой каймой. Сатин роуз. Довольно большие цветы с симметрично расположенными лепестками, перекрывающими друг друга. Чисто розовые с ледяными краями. Приятный аромат, ранние.
Саланж. Полные цветки, роскошные, телесно-белые, с лососевым оттенком и янтарным центром. Поздние, ароматные. Сильвиан. Огромные цветы, кремово-белый с оттенком желтовато-белого. Вулкан. Фиолетовый, красное дерево, красный. А на этом список сортов лимуана у меня закончился. Далее идут сорта Феликса Круса и других. Я не буду их зачитывать. Это можно будет посмотреть потом при желании. Отправлять готовый каталог коллекции пионов лимуана буду сначала тем, кого я знаю. Потом он станет доступным для всех. Вот интересный вопрос. Зачем я все это делаю? Как ни крути, нравятся они кому-то или нет, это классика. И, возможно, мы общими усилиями найдем то, что где-то потерялось во времени. Я надеюсь, у нас получится. А на этом сегодня все. Спасибо за внимание.